Всем привет, дорогие друзья! Сегодня приготовим очень вкусный, сочный и нежный рулет из свиной грудинки. Особую пикантность рулету придает соус песто в качестве начинки. Готовится все очень просто, без лишних хлопот. Такой рулет можно подать на праздничный стол. Он будет отлично смотреться в мясной нарезке. А также как перекус вместо покупной колбасы. Ну что может быть вкуснее и лучше? Рулет получается очень ароматный, вкусный, сытный. Подавать можно как в теплом, так и в холодном виде. Мне, например, больше нравится именно в холодном. Это мясо прекрасно подходит для бутербродов. И для рецепта мне понадобится Для рецепта я использую вот такую замечательную грудинку с кожей. Конечно, ее надо хорошо подготовить, кожу хорошо почистить. Для рулета я рекомендую брать такой нежирный кусок и не слишком толстый, чтобы можно было его легко свернуть. Подготовлю маринад. Всыпаю все специи в миску. Конечно, вы можете использовать любые специи, какие вам нравятся. Добавляю примерно 2 чайные ложки соли. На мелкой терке натру чеснок. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла. У меня оливковое, можно использовать любое. Хорошо все перемешиваю. Добавлю еще немного растительного масла, чтобы легче было распределять специи. Должна получиться такая кашица. И, конечно, добавляю еще черный перец. Чуть не забыла про него. Еще раз все перемешаю. Хорошо натираю грудинку специями. Закрываю все пищевой пленкой и отправляю мариноваться в холодильник часов на 12, на всю ночь. Можно мариновать и целые сутки, тогда мясо будет еще вкуснее. Но если у вас совсем нет времени, вы можете оставить его при комнатной температуре мариноваться примерно часа на 2. Мясо я достала из холодильника, оно мариновалось примерно часов 12. И сейчас подготовим рулет. Рулет я сегодня буду делать необычный. Внутрь я добавлю соус песто. Такой соус продается в магазине, либо его очень легко и просто сделать дома. У меня на канале есть очень простой и бюджетный рецепт соуса песто с арахисом. Я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. Очень удобно, что этот соус можно замораживать и использовать когда надо. Как хорошо замариновалась грудинка, великолепно. Аромат просто потрясающий. Сейчас сюда я выкладываю соус песто и распределяю. Сворачиваю грудинку. Соус, который вылез, вот так вот я верну обратно. Сейчас я завязываю шпагат. И вот таким образом я шпагатом просто перекручиваю грудинку. Соус, который вылез внутри из грудинки, в этом нет ничего страшного. Просто я им сверху еще грудинку промажу. Он придаст свой пикантный вкус. Я расстелила пергаментную бумагу, перекладываю сюда мой шикарный ароматный рулет. Добавляю весь соус песто, который у меня здесь. И хорошо все заворачиваю. Перекладываю в форму для запекания. Налью в форму немного горячей воды. И мясной рулет я отправляю запекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1:20. Конечно, вы смотрите по своей духовке, а также многое зависит от того, какого размера рулет вы готовите. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Рулет я достала из духовки. Он у меня сейчас запекался 1:10, и я хочу открыть пергамент. Делаем это аккуратно, чтобы не обжечься. Кстати, воду я один раз подливала, когда она у меня выпарилась.
И сейчас рулет отправляю обратно в духовку минут на 10-15, чтобы он немного подрумянился. Посмотрите, какой чудный рулет получился. Он слегка подрумянился сверху. Обязательно надо проверить его готовность. Я протыкаю деревянной шпажкой. И посмотрите, вытекает вот такой прозрачный сок. Значит, рулет у меня полностью готов. Слишком долго запекать рулет я не рекомендую, чтобы мясо не получилось сухим. Сейчас оставляю рулет остывать до комнатной температуры. И я хочу небольшой кусочек попробовать. Я не знаю, как вы, но я всегда просто не могу удержаться. Когда я достаю кусок мяса из духовки, хочется попробовать его сразу горячим. Рулет остыл до комнатной температуры. Заверну его в чистую пергаментную бумагу, отправлю его в холодильник, чтобы он полностью застыл. Где-то для этого понадобится часа 4. Срезаю с рулета нитки. Отрежу. Выглядит великолепно. Нарезать можно очень тонкими кусочками. Такое мясо прекрасно подойдет для самого вкусного бутерброда. А в качестве мясной нарезки на праздничный стол будет выглядеть просто великолепно. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!